Следующим этапом будет укладывание кафеля на пол. Перед тем, как его уложить, необходимо хорошо прогрунтовать все. И мы делаем небольшую штрабу, потому что под кафелем будет участок теплого пола, электропола. Поэтому делаем слой примерно 8 мм толщиной. Наш теплый пол имеет такую структуру. Здесь термодатчик, который имеет свойство ломаться, поэтому для него специальная гофра применяется, в которой его можно будет достать и поменять без снятия кафеля на полу. Пол грунтуется грунтовкой фирмы Ceresit ST17. Она имеет очень плотную структуру, резкий запах, значит будет хорошо держаться на бетоне. Вот электротеплый пол. Необходимо отклеить пленку, самоклейку, прихватить его к полу и после этого начать укладывать плитку поверх теплого пола. Теплый пол укладывается строго по центру ванны, для того, чтобы при подходе к ванной и к умывальнику ноги были в тепле. Мы его слегка приклеили с помощью самоклейки к полу. Здесь установлен термодатчик, он немножечко заглублен и должен находиться строго по центру между витками теплого пола в гофре, для того, чтобы можно было поменять в случае необходимости. Проводим разметку кафеля, чтобы стена была продолжением пола. И тоже будет цвет идти с ржавыми вкраплениями. Отмеряем от стены одинаковое расстояние на ширину первого кафеля и проводим линию по всему полу. Разравниваем с помощью ребенки создание равномерного плиточного слоя плиточного клея. Для лучшей адгезии плиточного клея к кафелю мы также притираем тонким слоем по поверхности кафеля с помощью шпателя. Это улучшит сцепляемость напольного плиточного клея и кафеля. И теперь укладываем плитку на свое место. Уровни проверяем горизонталь во всех плоскостях. Первый ряд плитки положен. Проверяем по уровню. Строгая горизонталь в одном и в другом направлении. Значит, первый ряд положен правильно. Кладку продолжаем с центрального ряда, чтобы строго определиться с подрезками слева и справа. И после этого наносим плитку на свое место. Для пола плиточный клей лучше замешивать погуще. Так плитка не будет сильно проседать при высыхании плиточного клея и не будет плавать во время укладки. Ямка, образованная при замешивании венчиком, не исчезала. Для того, чтобы вырезать крайний кафель возле дверей, необходимо провести прямую линию от существующего кафеля, уложенного на пол. И уже от этой линии отмерить расстояние до одной и другой стены. Все эти размеры перенести на кафель. С помощью карандаша и рулетки наносим размеры. В нашем случае 44,5. С помощью линейки соединяем точки. Резать я буду с помощью электроплиткореза с алмазным диском.
Осталось только подождать сутки и затереть швы. Вот такой внешний вид нашего пола. Все по уровню и на своем месте. Прошли сутки, по кафельному полу уже можно ходить. Теперь вынимаем крестики, которые остались после укладки, и можно приступить к затирке швов. Затирку швов мы будем проводить с помощью затирки фирмы Ceresit. Крестики вынимаются легко. Значит, швы сделаны правильно. Они не ломаются и не застряют в своих швах. Вы посмотрели видео о том, как можно сделать плиточный пол из керамогранита в ванной комнате. Это делается легко и просто, своими руками, при наличии небольших знаний и умений, а также большого желания. Ставьте лайки, пишите замечания, комментарии. Будьте с нами. Всем пока. We'll be right back.